Приветствую вас, жители Суперземли, на связи Кайрон. В этом видео обсудим с вами релиз обновления от 16 июня с новым лесным биомом и машинами тактической разведки, бафами всей техники, турелей, метательного вооружения и прочими полезными нововведениями, решение топливного кризиса и провал операции на Микроне, возвращение уникального реактивного ранца с темной жидкостью со времен операции на Меридии, а также другие наиболее интересные новости за прошедшую неделю. Устраивайтесь поудобнее в своих адских капсулах, мы начинаем. 16 июня состоялся релиз весьма крупного обновления с новым контентом, перебалансировкой всей техники, турелей, стратегемного и метательного вооружения. Самим ознакомиться с полным патчноутом полностью на русском языке вы, как всегда, можете в нашем самом оперативном телеграм-канале, перейдя по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Я же расскажу только о самых важных изменениях в этом патче. Список нововведений открыла первая полноценная новая кампания Галактической войны. По этому же случаю на все эсминцы был добавлен специальный терминал Центра управления, очередной шаг в модернизации всего флота, который позволяет хеллдайверам получать больше информации о текущих кампаниях и связанных с ними главных приказах. Терминал содержит архив, который будет заполняться по завершении первой кампании, чтобы новые и вернувшиеся хеллдайверы могли ознакомиться с важными прошлыми событиями. Каждая такая кампания будет иметь свою потенциальную и более весомую награду, если хеллдайверы одержат победу в большинстве главных приказов в рамках ее прохождения. Первым таким трофеем, как и было обещано ранее гейм-директором студии Arrowhead, станет одна из двух новых типов машин тактической разведки. Орды чудовищных неизбирателей замечены на соседствующих с бездной планетах. Они заполонили миры Сангис и Баскская, где раньше располагались нетронутые заповедники. Нам приказано освободить эти планеты от полчищ неизбирателей, используя новые модели МТР. Огнеметная, вооруженная мощным огнеметом крематорий доступна на планете Сангис, а МТР-снабжение с полным багажником припасов и автоматической турелью на крыше на планете Баскская. Как сообщает высшее командование, модель машины тактической разведки с планеты, которая будет освобождена первой, запустится в полномасштабное производство. Кроме того, на планетах Сангис и Баскская можно опробовать новый осенний лесной биом. Продолжая список отличных нововведений, стоит сказать о крупномасштабном бафе всей техники и турелей. Самоходка Бастион наконец-то получила тяжелую броню, а экзокостюмы – смесь тяжелой и средней. Стратегемный баллистический щит также нарастил тяжелую броню. Одновременно с этим вражеский огонь из мелкокалиберного стрелкового оружия и множество мелких врагов, таких как мусорщики или охотники, а также мелкие взрывы, не смогут навредить таким машинам, как Бастион или экзокостюмы. В качестве компенсации за это некоторым врагам, но не всем, повысили значение пробиваемости брони, чтобы они могли справляться с нашей, хоть и усиленной техникой. Говоря предметно и более наглядно, Бастион теперь стал ощущаться более бронированным, научился игнорировать мелкие атаки и выдерживать больше средних атак, но при этом остался уязвим против тяжелых. Дополнительно самоходка получила свою отдельную кастомизацию, что позволяет установить любую раскраску из обычных варбондов, кроме легендарных. Все виды меха, в свою очередь, получили аналогичные изменения в плане игнорирования мелких атак и лучшего сопротивления средним. Увеличение общего здоровья, здоровья рук и ног в целом сделало их более живучими, но даже если ваш экзокостюм уничтожат, сокращение базового времени перезарядки с 10 до 8 минут сыграют вам на руку.
Машина тактической разведки также получила увеличение общего количества ХП, здоровья шин и дверей, что позволяет лучше выдерживать тяжелые атаки и повысила ее общую выживаемость. Стратегемный баллистический щит теперь полностью игнорирует мелкие атаки и лучше справляется со средними. После недавнего увеличения прочностного урона практически всем врагам наши турели жили буквально секунды. Разработчики наконец-то учли это упущение и увеличили здоровье всех турелей на 100% в целях компенсации. Перезарядку вооружения тоже изменили. Теперь у нас появилась возможность перезаряжаться во время переката или нырка, а также была введена отложенная перезарядка. Это означает, что если вы попытаетесь начать перезарядку в момент, когда она будет недоступна по причине рэгдолла или иной, перезарядка будет отложена до момента, когда она сможет быть выполнена с максимальной задержкой в 1,2 секунды. На практике это решило проблему с пропажей магазинов при перезарядке некоторых видов оружия, а также улучшило отзывчивость и практичность данной функции. Использование стима больше не прерывается от получения урона со стаггером, что уменьшило количество обидных смертей на поле боя. Продолжая тему баланса, множество видов метательного оружия получило увеличение их начального и максимального количества на бой, а также при пополнении из ящика с припасами. Дополнительно ППшки из легендарки Halo добавили удобство использования в режиме прицеливания. Что касается ребаланса некоторых стратегем, крупные орбитальные удары, такие как высокоточный огневой вал 380 мм и 120 мм, а также фугасный снаряд артиллерии ВССЗ, получили увеличение прочностного и основного урона, что сделало их более эффективными против крупных целей. По сравнению с другими взрывами, например, от ультиматума, у них стало меньше урона в центре, но также и меньшее падение урона, что дает более стабильное распределение по всей площади. Орбитальный рельсотронный удар стал наносить аж 10 тысяч урона с попадания, но тем не менее все еще не способен ваншотить самых крупных противников, таких как Шатун-завод, Лорд Улья и им подобных. 110 миллиметровый авиаудар Орла-1 после всех изменений лучше поражает тяжелые цели, благодаря более кучной стрельбе, увеличению урона и пробития от взрыва. Стратегемный гарпун после патча станет наносить помимо газового урона еще и нейтральный, а стерилизатор получил увеличение боезапаса и уменьшение влияния ветра, что сделает облако испускаемого им газа более стабильным. А вот представители врагов демократии, наоборот, заимели некоторые нерфы. Чарджеру терминидов скорректировали дугу поворота, чтобы от него было легче увернуться, и увеличили время его восстановления после рывка, чтобы создать окно для контратаки в плюс 1 секунду. В качестве компенсации скорость рывка была немного увеличена. Трусливый альфа-командир, убегающий в закат, станет историей, и наоборот будет более агрессивным. Очередной неслабый нерв настиг и злосчастных воксов-киборгов. Им снова уменьшили количество общего здоровья, прочность ХП и броню пушек, а также угол поворота верхней части корпуса до 140 градусов, из-за чего они теперь не смогут закрывать уязвимый люк на корпусе сзади. Также теперь их максимальное количество на поле боя ограничено до 3 штук. Возвышенный надзиратель иллюминатов больше не должен сносить хеллдайвера за одну очередь из-за уменьшения продолжительности атаки, точности и изменения паттерна стрельбы. И напоследок, согласно тексту апдейта, было исправлено множество вылетов и недоработок. Например, некорректное нанесение урона огнеметами, включая меха-лесоруб, проблемы с выполнением дополнительного задания по остановке незаконной передачи, ошибки в передвижении юнита под фракцией конфискаторов и многое другое. Напоминаю, что с полным текстом всех деталей этого обновления вы можете ознакомиться в нашем телеграм-канале по ссылке в описании к этому ролику.
Анализируя последние события на карте галактической войны, стоит сказать, что подавление терминидов на Микроне с целью добычи элемента 711 потерпело фиаско. А все потому, что в ответ на наше законное право опустошить все запасы мира Улья, космические тараканы-фашисты сначала ответили ничем не спровоцированным нападением на отлично укрепленное хранилище старой версии элемента 710 на планете Кримсика, а потом еще атаковали Эрата Прайм и Оазис на гениальности, из-за чего темпы выполнения необходимого количества операций забуксовали и не достигли нужного значения. Кроме того, эти нападения вкупе с абсолютно непредвиденной реакцией на главный приказ привели к тому, что цены на топливо взлетели до заоблачных значений, от чего пострадали все наши граждане. Высшее командование распорядилось затянуть всем пояса и ввело ограничение снабжения Э-710 в масштабе флота и, как следствие, сократило объемы тылового обеспечения. Временно нам увеличили перезарядку всех орбиталок и ударов Орла-1 на 15 секунд, а также урезали по одному подкреплению на каждого десантника и на 25% количество всего боезапаса. К счастью, личному составу хейлдайверов удалось в короткие сроки отстоять все атакованные планеты, кроме разве что бурового камня по причине активной угрозы для Кримсики и отсутствия на тот момент необходимого количества активных адалазов. Но что самое главное, поставки топлива управляемой демократии были восстановлены, и на сегодняшний день все дебафы полностью сняты. Отдельно стоит отметить щедрость нашего руководства, ведь даже в условиях топливного кризиса были пополнения в нашем арсенале. На время действия главного приказа командование выдало всем десантникам взрывной молот CQC-20. И что еще интереснее, спустя долгое время вернуло во временный доступ прыжковый рюкзак, работающий на темной энергии, в награду за то, что мы уничтожили 2 миллиона дракораканов, которые активно сжигали наши запасы топлива. Данный рюкзак недоступен в общем списке стратегем или варбонде и использовался еще во времена превращения Меридии в сингулярность в 2024 году. Также он отличается от других подобных прыжковых ранцев ограниченным количеством использований, высотой полета, скоростью перезарядки прыжка и внешним видом. По итогу скользкий враг вероломно отказался честно сражаться, и строительство трубопроводов для добычи элемента 711 отложено на неопределенный срок. Также затраты топлива, израсходованного на важное сбивание дракораканов с неба Кримсики, полностью исчерпали все запасы Федерации. В связи с этим звезда мира остается незаправленной, что откладывает момент, когда праведная демократическое устройство очистит галактику от тирании. Радует, что огромного количества перебитых и затем переработанных терминидов оказалось достаточно, чтобы идеальным образом стабилизировать ситуацию на топливном рынке и вернуть ее на докризисный уровень. Высшее командование похвалило весь состав адских десантников за проявленную крайнюю финансовую ответственность и жертвенность, но в то же время в срочном порядке реквизировало на склад временно выданные нам стратегемы, а именно рюкзак с темной жидкостью и взрывной молот. На этом мы завершаем с главными темами этого ролика и переходим к обзору актуального личного приказа и рубрике комментариев от подписчиков. Личный приказ на ближайшие сутки – уничтожить 5 сотен любых представителей иллюминатов. Настало время ваших лучших комментариев под прошлым видео. Первым на сегодня стало сообщение от Сергея. Эффективность Министерства правды поражает. Материал выпущен 10 секунд назад, а алгоритмы уже рекомендуют. И правильно делают, все на благо и процветание Федерации Суперземли. Далее по списку Дикий Пенопласт. Есть идея, куда применить звезду мира. Стрельнуть прямо в бездну.
Хоть это и весьма похоже на обычный ход мыслей высшего командования, все же стоит получше изучить эту аномалию, потому как это действие явно принесет серьезные последствия. И последний на сегодня комментарий оставил Макс. Надо на главную роль ставить нашего слоняру. Звоним Генри Кавиллу. Уход Джейсона Момоа из будущего фильма про хеллдайверов скорее плюс, чем минус. Лучше всего будет позвать старую гвардию в виде Каспера Ван Дина и, конечно же, нашего героя Джона Хеллдайвера в лице Крейгли Томаса. Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку этого видео. Не забывайте ставить свой эдско-десантный лайк и подписываться на канал и наш телеграм. На связи был Кайрон, до встречи в новых видео. Черт возьми, дайверы.